Еще раз всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я вам рассказывала уже о том, что моя сестра доктор. У нас вообще семья состоит из учителей, врачей, актеров. Дядя мой профессор, физик, ядерщик. Ой. Мама у меня математик. Бабушка по маминой линии учитель грузинского языка и литературы. Ее мамина бабушка была учительница. Мой прадед по маминой линии Лазарян Диашвили, священник, который открыл гимназию. Правда, он ушел из жизни молодым, но его дело продолжила его супруга, моя прабабушка Шушаник. Правда, я не знаю, грузинка она была по национальности или армянка. До конца не выяснила, если честно. Надо будет спросить свою бабушку. Не интересовалась этим вопросом, но знаю, что ее звали Шушаник. По отцовской стороне, в принципе, были крестьяне, но хочу вам сказать, что, знаете, полет мысли очень необычный у моего деда, у моего отца, дяди. В принципе, они все образованные люди, каждый занял свое место в этом мире. Так вот, я росла среди врачей и учителей. Наверное, поэтому я так остро воспринимаю, когда в сторону врачей и учителей звучит некая критика, потому что я знаю это все, эту всю кухню изнутри. Тетя моя очень многим помогла и спасла жизнь. И я помню, во время обострения Карабахского конфликта, мы жили в Грузии, она мне рассказывала, но не мне дома рассказывала, о том, что привозили и азербайджанок, в том числе они работали в хирургии. И этим женщинам было очень нехорошо. Она до утра дежурила возле них, следила, чтобы им вовремя кололи, что нужно. Были такие твари, которые говорили ей: да зачем тебе, ты на это все надо? Они вон ваших убивают там, а ты вот сидишь возле азербайджанки, там спасаешь ей жизнь. Да ее нахрен пускай, пусть помирает, ничего страшного. Вот этот человек, пока была там, ей доверяли. Ей доверяли жизнь своих дочерей, жен, там женское отделение. Никто из них не умер во время ее дежурства. Она следила за этим. Вот такой человек. И она сказала: я врач, я не палач. Я никогда в жизни не буду разбирать человека по национальности. Враг он мне, друг он мне, это люди. Это женщины, матери, чьи-то дочери. Вот такая у меня семья с такой моралью, чтобы вы знали. Так вот, моя сестра доктор, она реаниматолог. И первые годы ее работы очень сильно переживала. Очень сильно переживала. Сопереживала каждому человеку, который там, в реанимации, вы сами знаете, кто-то выживает, кто-то умирает. Или анестезиолог, реаниматолог называется. В общем, и то, одним словом. И пытались на нее списать свои ошибки, и пытались по-всякому. В общем, первые годы у нее было очень адское и очень тяжелое. И я подумала, как ей помочь. Я знала, что в древние времена врачи обращались к некой силе, к духу. И называли его великий целитель или врачеватель. Это не божество медицины, как Асклепий или как римляне называли его Эскулап, бог врачевания.
Нет, это вселенская сила исцеления. Каждая сила имеет свою персону, то есть персонализирована. То есть ее наделяют душой, определенными чертами, Эта сила повелевает определенной сферой человеческой деятельности. Вот есть покровитель силы у врачей, может, кто-то слышал из докторов, великий целитель называется. И вот те врачи, у которых с ним хорошие отношения, с этим духом, они прославляются. Те врачи, у которых не очень хорошие отношения с этой силой, со временем оставляют медицину, уходят. Или они так средненько работают всю жизнь в какой-нибудь поликлинике. Никому не известно. Но есть врачи, чей гений признан. И поверьте мне, не всегда из-за того, что врач замечательный или плохой, или хороший. Иногда это очень сильно зависит от везения и от того везения, которое дает врачу вот эта сила врачевателя. Потому что может быть гениальный врач, который так и просидит в этой поликлинике, никому не известно, но прекрасный врач. А может быть среднего уровня врач, который вот ему повезет, он дальше по карьерной лестнице пойдет. Не говорю, что он плохой доктор, может, он со временем станет сильнее и разумнее и опытнее. Но в любом случае, тот, который в поликлинике, не хуже него, но ему это не дано. Он не поднялся выше этого уровня. Так вот, я поискала в этих источниках. Честно говоря, нашла так пару намеков, как это проводилось, что это делалось. Но сказать, что я прям нашла очень такую весомую информацию, нет. Основное создано мной. Мой ритуал. Я заставила свою сестру это прочитать. Не знаю сейчас, читает или нет, а врать не буду. Не спрашивал давно. Но первое время она читала несколько месяцев подряд. И вы знаете, вот с тех пор прошло где-то 10 лет, наверное, с чем-то. Ну да, почти 11. Она владеет достаточным имуществом, она смогла себе заработать это все. Она поднялась по карьерной лестнице. Она сейчас очень востребованный доктор. Кроме того, она занимается еще массажем, она еще системы ставит. Ну, врачи голодать не будут, я вам скажу. Они всегда свое место найдут под солнцем, если это хороший врач. Так вот, вот этот вот ритуал может делать и доктор любой квалификации, и массажист, и косметолог. Через вас, если вы найдете общий язык с этой силой, через вас эта сила себя прославит. Вы станете незаменимым врачом. Вы будете лечить людей, просто внутри вас проснется некое такое, знаете, шестое дыхание или шестое чувство. Некое такое состояние, то есть вам это будет даваться легко. Внутри вас пробудится этот врачебный гений. Интуиция называйте, как хотите. Естественно, на основе ваших знаний, но в любом случае. И вы заметите, как ваша карьера поднимется вверх. Вы станете незаменимым врачом. Еще, дорогие друзья, никогда не надо считать, что врачи обязаны вам помогать даром. Во-первых, государство должно ценить работу врача. Если государство не ценит, то врач берет еще и дополнительную практику или работает в частных клиниках, или на себя открывает, например, потому что ему недостаточно сутками оперировать и жить так как-нибудь. Он должен получать за свой труд достойную плату. Так вот, Гиппократ, который рекомендовал врачам не навреди первым делом, да, второе, делай все, чтобы спасти человека. Клятвы Гиппократа, которые мы прекрасно знаем, вызубрили и все время суем им в глаза. Вот ты давал клятву Гиппократа. Так вот, Гиппократ сказал еще такую вещь. Да будет проклят тот врач и будет изгнан из сообщества врачей, который работает даром.
сказал Гиппократ, великий врач. То же самое сказал великий врач Авиценна, Абусина. Еще он сказал следующее. Если твой мозг еще не дорос до того, чтобы что-то понимать, это не значит, что этого чего-то не существует. Почему они говорили о том, что доктор не должен лечить даром? Потому что когда даром дается человеку что-либо, он это не ценит. И он обесценит работу врача. Ему покажется, что это очень просто и легко, поскольку он за это ничего не отдавал. Человеческая психология такова. И для того, чтобы он ценил работу врача и свою жизнь, он должен за это платить. Так вот, для того, чтобы врач жил хорошо, чтобы он прославился, стоит ему время от времени обращаться к великому целителю. Еще один момент. Врачи умирают от тех болезней, которые лечат. Как правило, врачи, которые лечат онкологию, умирают от онкологии. Врачи, которые лечат психические расстройства, в итоге сами умирают от сумасшествия. Сходят с ума. Почему так происходит? Потому что энергия болезни, она заразна. Она не видна, но эта энергия болезни существует. Видите, какая активность началась? Она существует, и она способна заразить человека. Она со временем способна передать вот эту энергию, да, болезненности врачу, который лечит. И врачу для этого нужна защита великого целителя, врачевателя, чтобы самому не умереть от этой же болезни со временем. Иметь эту защиту, помощь. Так вот, хорошие отношения с великим целителем, врачевателем, для того, чтобы у врача была успешная карьера, чтобы он был защищен от ошибок, чтобы через него сила, гений вселенского врача работала так, чтобы он прославился и хорошо жил при этом, получал и славу, и благодарность, и материальные блага, и самое главное, чтобы он был защищен от тех болезней, от которых лечат людей. Я думаю, что доктора вообще адекватные люди. Я, между прочим, хочу вам сказать, что принято считать, что врачи вообще против целительства и против вообще магии всего и так далее, считают всех шарлатанами. Могу вас разуверить, у многих врачей бабушки, дедушки лечили. От этого у них появилось желание больше изучить медицину, целительство, и они стали врачами. Просто врачи терпеть не могут шарлатанство, но истинных целителей они видят. Итак, начали. Зажигаем свечу и читаем 6 раз. А потом эту свечу выносим, на следующий день можно. 6 монетами оставляем и говорим: мой поклон целителю, врачевателю. Отвернитесь и уходите. Время от времени читайте это, хотя бы раз в неделю. Со временем ваша карьера взлетит вверх. Ваши пациенты будут выздоравливать. От одного вашего касания, слова, они будут каким-то чудом выздоравливать настолько быстро и неожиданно. И это не останется незамеченным. Со временем люди будут замечать. У моей сестры после массажа у людей вообще все хорошо. Кровообращение, извиняюсь, Господи. Кровообращение восстанавливается, легче становится. Даже люди, которые не могли ходить, со временем начинают ходить. И я уверена, что это ее хорошее отношение с врачевателем, целителем. Поверьте мне. Иначе бы у нее не было такого фарта в медицине. Хотя она, да, она знающий человек и так далее. Но такого везения просто так не дается ни одному врачу. Это покровительство некой силы сверху. Благословение. Глядя на огонь, читать 6 раз. И откупиться, как я вам сказала. О великая сила рассоздания, управляющая мирозданием, создавшим небо и землю, знающий судьбу каждого, ты, перед которым трепещут небо и земля, горы и океаны, пробуди силу,
и дух великого целителя-врачевателя. Именем Адонадуса заклинаю. Альфой и омегой, землей и водой, и чашей весов судного дня. О сила великая, ныне проявись, в силе жгучего огня отзовись, услышь меня, и внемли моей просьбе. Пробудись, сила великого врачевателя, в силе огня проявись. Направь мою руку, великий целитель, через меня исцеляй людей, через мой ум прояви гений свой в исцелении, в избавлении от недуг и болезней. Прославь себя через мое имя. Да достигнет молва о моих чудесах и излечениях от всех до всех уголков земли. Да гремит слава обо мне, да принесет мое мастерство славу и честь и прибыль мне. И стать мне лучшим среди врачей. Помоги мне, о врачеватель. От ошибок сбереги меня. От болезней избавь. Благослови мою работу. Меня среди всех врачей прославь. Да будет полезным мой медицинский гений. Да оценит мир мое рвение. Защитный купол от всех болезней мне. Да буду я славна во славу тебе. О великий целитель, врачеватель, заклинаю тебя именем Вышнего, югом, западом, востоком и севером, землей и водой, солнцем и луной, стань моим покровителем. Прославь меня во славу тебя, во имя тебя, и да будет так. Проведите это, уважаемые доктора, и вы увидите, как вас будут больше ценить, ценить и ценить. Никогда не поздно резко залететь по карьерной лестнице. Это нужно, и это честно. Потому что если целитель, врачеватель к вам благосклонен, то ваши труды, доселе незамеченные, сразу виднеются народу. Если вы мастер своего дела, почему бы вам не жить хорошо? Вы это заслуживаете ведь, правильно? Всем удачи!